Всем привет, ребята! Я сейчас собираюсь, и мы сегодня с вами неожиданно идем вместе в магазин. Я проснулась, у меня сегодня отличное настроение, потому что я спала до часу дня, то есть я выспалась. А еще сегодня в Корее наконец-таки выпал снег. В прошлом году, точнее в этом году, когда я только прилетела в Корею, снега уже не было, насколько я помню. Поэтому, собственно говоря, сегодня я увижу свой первый снег в Корее. Я думаю, что он, конечно, ничем не отличается от снега в России, да и, в принципе, от снега в любой другой стране. Но anyway, как будто бы это прикольно. Поэтому пойдем с вами чуть-чуть прогуляемся. Сейчас я намажу свой самый жирный крем на лицо, потому что там холодно. Да, -5 для меня это уже холодно. Сейчас я, кстати, проверю, сколько там. Может, там уже похолодало. Да, сейчас там -5. В принципе, это достаточно для того, чтобы остаться дома, но еда сама себя не купит. Я уже сходила на корейский, в очередной раз поняла, что я ничего не понимаю, точнее понимаю, но очень медленно, хотелось бы значительно быстрее, но, наверное, видео про корейский язык я вам запишу отдельно, потому что мы с вами вроде как начали общение с того, что я учила корейский язык и делала ежемесячные отчеты, а потом я, естественно, на это чуть-чуть подзабила, но на сам корейский язык я, в принципе, не забивала все это время, поэтому постараюсь вам рассказать, что как там идет, какие у меня прогрессы и какие у меня регрессы. Мне не 15 лет, поэтому теплые подштаннички – это must. Настал сезон шерстяных брюк, хоть они и помятые, я все равно их надену. Гладить, честно говоря, мне просто лень. Задача на сегодня просто не умереть от холода, сказала я в -5. А это знаете что? Горнолыжные носочки. Я реально как будто не на улицу в -5 собираюсь. Как минимум на Северный полюс. Самое смешное, что у меня нет шапки, шарфика и перчаток. Эту кепку я купила, когда только прилетела в Корею, и, к сожалению, она мне так нравится, что я хожу в ней уже почти год. И обещаю ее когда-нибудь сменить, когда найду другую, также полюбившуюся мне кепку, но пока как-то так. Целый год в одном и том же. Так, прием с улицы. Тут оказалось очень ветрено, но вроде бы не прям так холодно. Корейцы вообще не носят шапочки. У них как будто голова не мерзнет совершенно. Я такая поворачиваю камеру, а там ты стоишь. Нет, я вам серьезно, они не носят шапки. Я не знаю, как так можно. Молодой человек, вам не холодно, нет? Нормально? 괜찮아? Умная философская мысль по пути к магазину. Хоть зима в Корее достаточно холодная, но что мне нравится, очень солнечная. Потому что мне кажется, что наличие солнца и длина светового дня на мое настроение сказывается больше, нежели холод. В холод я могу и дома посидеть, но солнышко-то из окошка видно. Вот мы с вами можем сейчас туда спуститься немножко и походить там. Вообще это парк. Главное не подскользнуться. Тут вот, кстати, пешеходная дорожка, велодорожка. Многие сейчас продолжают кататься на велосипеде, но во мне живет какой-то страх, что я все-таки упаду. Я, видите, на своих двоих-то плохо стою. Поэтому сейчас мы попробуем обойти с вами этот ручеек. Здесь, кстати, аисты живут. Сейчас их, правда, не видно нигде. Вот. И как-то попасть в магазин, он находится вон в том большом здании.
Ну все, можно начинать. Итак, начнем наш первый совместный шопинг. Камера так трясется, мне кажется, вас укачает. Так, у нас есть небольшой списочек, и мы сейчас по нему пройдемся. Первое, мы идем в отдел овощей и фруктов. Вот, кстати, хотела показать хлеб, который обычно мы покупаем. Он стоит сейчас 5520 вон. А нет, это стоит 3500. Но в последнее время хлеб мы заказываем на Купанге. Там он повыгоднее. Ну, кстати, вот этот прикольный, вкусный. Вообще здесь отдел булочек. Выглядит это все очень вкусненько. Первая остановочка у нас фрукты. Вот эти мандаринки мы вчера ели, они очень вкусные. В Корее самые знаменитые мандарины это с чеджу. Стоят они сейчас 10 990. Ай, нет, подождите. Сколько они стоят? Да, стоят эти мандаринки сейчас 10 990 вон. Также еще сейчас начался сезон клубники. Мы ее тоже купили вчера уже, точнее нам подарили ее. И сейчас посмотрим, сколько она стоит. Стоит она сейчас 8 990 вон. Прикольно, очень вкусная. Такая красивенькая, как на подбор. Вообще бывает еще клубничка побольше. О, я нашла гигантскую, посмотрите. Она стоит 14 990 вон, и она просто огромная. Она больше похожа, конечно, на какие-то, не знаю, помидоры. Называется Kingsberry. Прикольно, я такую еще не пробовала. Так, виноградик. Виноградик у нас какой-то недорогой, 7 990. Вообще корейский какой-то мускат стоит очень дорого обычно. Хотя понятие дорого-дешево вполне относительно, но даже корейцы считают фрукты достаточно дорогим мероприятием. И мне кажется, у них нет такого, чтобы фрукты на столе были обязательно каждый день. Яблочки 4 штучки 12 990. Но это стандартная цена для яблок. Так, нам нужно купить огурцы и помидоры. Так, огурцы. Огурцы в основном все не очень красивенькие, неказистые. Вот эти вот хотя бы пахнут огурцами, стоят 3 590 с пупырышками. Возьмем такие. Так, мы с вами подъехали к полочкам со скидками. Как раз нашли вот здесь болгарский перец. Правда, я не очень уверена, что это реально болгарский перец, но мы попробуем. Sweet Ripple. Не знаю. Похож на болгарский перец. Возьмем. Так, теперь мы с вами идем искать помидорки черри. И самое главное здесь купить их такими, чтобы они были не очень сладкие, потому что чаще всего в Корее помидоры черри это фрукт. А хотелось бы в салатик резать. Так, мы с вами берем вот такой огромный лоточек. Тут кило 200 и стоит он 9 990. Это сейчас какая-то акция. Так вообще 12 990. Следующая остановка бананы. Бананчики. В Фомпласе в этой сети есть такой прикол, что у них бывает вот такая надпись с картами, которую можно использовать, и, соответственно, получается дополнительная скидка. Сейчас мы с вами возьмем бананчики, оплатим картой Non-Help и получим скидку 1 чоник. Мелочь, а приятно. Пойдут? Будут стоить 2 990 со скидкой. Так, с шопингом мы более-менее справляемся, но в списочке у нас еще что-то значится. Все здесь? Больше ничего не надо?
Сейчас мы идем с вами в самый для меня страшный отдел, в отдел мяса. Во-первых, я не умею готовить мясо особо. Так, я вот знаю один рецептик, может, вам попозже покажу, потому что у нас очень много кимчи дома, и его нужно истратить. Вот. Но мясо я покупать вообще не умею. Говядину берем. Так, здесь у нас продается рыбка, сушки всякие. Кстати, если посмотреть, то в Корее почти нет понятия роллов, в основном есть понятие, ну, вот эти сашими, суши. Так, это отдел морепродуктов, я называю это моргом. Сюда мы сами не пойдем, морепродукты я могу есть только где-то в ресторанах. Так, а вот и мясо у нас. Так, теперь осталось выбрать что-то из этого. Итак, выбор остановился на вот такой говядине корейского происхождения, ну вроде бы. 446 грамм за 18 446 вон. Честно говоря, считается, что корейская говядина дороже и вкуснее. Ну, мы положились на всеобщее мнение и взяли ее. Какую часть, понятия не имею, у коров еще часть разные. Сейчас мы с вами лицезреем огромное количество рамена. Я бы сказала, что это какая-то выставка рамена. Но это просто обычные полки супермаркета. А еще корейцы очень не любят готовить, судя по всему, и у них есть вот такие всегда готовые наборы еды. Я один раз что-то покупала, но идея, кстати, прикольная. Просто я не могу сказать, что я сейчас гигантский фанат корейской еды, пока что я не ко всему привыкла. Наборы такие стоят в среднем 10 тысяч вон. Ну, они разные бывают, супчики, такпаки. Их, скорее всего, просто греете и все, кладете все в одну кастрюльку. В принципе, если вы работаете и у вас особо нет времени, то вполне выгодно и удобно. Вот эта штука как моя голова. Какой голова? В 3 раза больше моей головы. Кефир нужен? Яйца. Блин, яйца тащить неудобно. Так, а это отдел кимчи. Мы домой купили вот такой огромный кимчи. Он тогда стоил, правда, 19 тысяч, а сейчас он стоит 33 тысячи. Но из-за того, что у нас так много кимчи, его теперь нужно есть каждый день и готовить из него разные блюда. Потому что, несмотря на то, что кимчи это вроде как уже засолка, она имеет свойство также дополнительно прокисать и портиться. Популярная уличная еда, вот это рыбное тесто, и вот смотрите, есть наборы, чтобы приготовить дома. Прикольно, вот так пакишки на палочке, соус. Так, нам нужно купить яйца, их будет очень неудобно нести домой, потому что здесь мы покупаем не по 10 штук, а по 30. Вот, самый выгодный стоит 5960 вон. За вот такой вот лоточек. Яйца, кстати, маленькие. Мне кажется, что это типа С2 по российским меркам. Ну ничего, нормально. Так, сквозь ряды туалетной бумаги мы с вами прорываемся к Кате, чтобы самостоятельно себя обслужить. Потому что мы идем на кассу самообслуживания. А вот свободная. Сначала мне нужно найти свой телефон, потому что без программы Membership здесь все очень невыгодно. Поэтому, естественно, у нас есть определенная программа. Вот так. 전화번호나 카드, 마이 플러스 앱으로 포인트를 입력해 주세요.
Так, нам нужен 포인트를 пакетик. 구입하셨습니다. Так, теперь можно все сканировать. 스캔한 상품을 선반에 올려주세요. Обязательно кладем на весы, иначе оно просто у нас не считается. 상품을 선반에 올려주세요. 스캔한 상품을 선반에 올려주세요. 스캔한 상품을 선반에 올려주세요. 선반에 올려주세요. 스캔한 상품을 선반에 올려주세요. А что-то у нас 62 тысячи получилось, и скидки вообще никакой не прошло. Или если я нон-хёпом оплачу? За мясо скидка не прошла как будто. Да. 결제가 완료되었습니다. 카드를 꺼내주세요. 카드를 회수하신 후 영수증 출력을 선택하십시오. 카드를 회수하신 후 영수증 출력을 선택하십시오. 카드를 챙겨주세요. 영수증이 나옵니다. 영수증이 완전히 나올 때까지 기다려주세요. А, 카드를 все 챙겨주세요. нормально. Я думала, скидка не пройдет, но скидка прошла. Пакетик, кстати, мусорный. Его потом для мусора можно использовать. Так, итоговая покупка вышла на 43 тысячи вон. Прошла хорошая скидка по мясу. Хотя, честно говоря, сначала я не поняла, будет скидка или нет. Но там весь прикол в том, что половина скидок... Ой, господи, помогите. Половина скидок проходит по программе Membership. Обязательно в Корее нужно везде регистрироваться в этих их приложениях. Вот. А вторая скидка прошла, потому что сейчас на карту Non-Hop, которая у меня, дополнительные скидки даются, вот, например, на мясо. У них вечно такие акции с картами, надо просто смотреть, где на какую карту какую скидку дают. Мы поднимаемся на второй этаж торгового центра, и хотелось бы попить кофеек, хотя сейчас очень поздно, уже 5 часов. Обычно после 3 я стараюсь кофе не пить, но как будто бы сегодня очень хочется. 안녕하세요. 따뜻한 연유 카페 라떼? 연유 카페라떼 따뜻한 네, 거 네. 두 장 주세요. 드시고 가세요. 네. 네, 감사합니다. Так, в этом замечательном месте, на этой замечательной ноте я, наверное, на сегодня с вами попрощаюсь. Вот, и увидимся с вами сломалась. И увидимся с вами в следующем видео. Вот, всем пока-пока. Подписывайтесь, там ставьте лайки, что там еще блогеры говорят. Всем пока. Кажется, мы были в магазине слишком долго, уже стемнело. А еще я купила шапочку и перчатки, чтобы утеплиться.